Приветствуем вас на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 14 по 17 ноября 2021 года. Время московское. Но прежде чем мы начнем освещение этой важной темы, просим вас, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Также делитесь нашим видео с друзьями, с родными, чтобы и у них все их труды приносили им пользу. А также, чтобы у них все тоже было хорошо. Комментируйте, лайкайте, задавайте вопросы. Для вас это, совсем не сложно, займет буквально полминуты. А для нас ваше внимание очень приятно. И это есть ваша посильная оплата нашего труда. Благодарим вас за понимание. А теперь приступим к агрогороскопу с 14 по 17 ноября 2021 года. Время очень интересное, 14 ноября, это воскресенье, время перехода Луны из знака Рыбы в знак Овен. И здесь будет, конечно же, больше всего энергии воды. Поэтому в этот день практически Луна без курса у нас почти до 16 часов. Посевы, посадки до этого момента не проводим. Если есть возможность, то с 16 часов можно высадить лук, чеснок, а также пряно-ароматические травы. Это для теплиц. Можно на подоконнике высадить, тоже будет очень хорошо. Рассаду не высаживаем. И Луна без курса, и затем вечером это уже энергии Овна. Корневая система будет очень слабая, и, естественно, урожай потом будет слабый, не тот, который мы запланировали. В саду защита, важная защита от грызунов, от зайцев, от мышей, крыс. Пожалуйста, будьте внимательны, закрывайте свои растения, особенно там, где уже снег выпал, морозы. Эти вредители могут испортить молодые садовые растения. А также притеняйте уже еловые растения для того, чтобы они в зимний период, когда сильное солнце, не пригорели. Зеленые операции останавливаем, не проводим, независимо от того, какой в данном случае, в каком знаке находится Луна. Цветы. Защита тоже от грызунов. Это имеется в виду весенние луковичные цветы, то же самое, ставьте защиту. Для комнатных цветов до 13 часов будут актуальны поливы, подкормки. Затем поливы будут бесполезны. Естественно, и подкормки нельзя проводить. Поливы, подкормки до 13 часов. Сбор урожая только с 16 часов. Заготовки с 16 часов. Закладка на хранение тоже с 16. Квашение не проводим. А приготовление настоек и мазей с 16 часов очень хорошо будут проходить, качественные и полезные получится. Теперь мы рассмотрим 2 дня, это чисто у нас стихии огня, 15 ноября и 16 это знак Овен. В это время растущая Луна будет именно в этом знаке. Что можно делать? Здесь снова же Луна без курса 16-го, но это уже в основном световой день весь завершается, поэтому мы рассмотрим все эти 2 дня сразу же одновременно. Можно высаживать снова же лук и чеснок на витаминную зелень. Кто-то мне написал, что мы хотим посадить лук и чеснок озимые в открытый грунт в это время. Это время уже растущей Луны, полнолуние 19-го, лунное затмение 19-го. Поэтому урожай луковиц будет минимальный. Вам же нужен урожай. Поэтому, если нужна зелень, весной, чтобы вы зеленые луковички срывали, это время подходит. Можете высаживать. Итак, далее идем. Рассада в Овне не высаживается, потому что очень слабая корневая система. И, естественно, урожай слабый будет. В саду защита от грызунов, притенение еловых растений. Это очень актуально в этот момент. Зеленые операции не проводим ни на каких растениях, ни в каких регионах и странах. Это время уже растущей Луны, и причем растущей уже перед полнолунием. Ни в коем случае растения не стрижем, не режем. Это сейчас исключаем. Для цветов здесь важно укрытие на зиму, там, где есть необходимость, а также закладка на хранение луковиц, клубней, все, что у вас есть, семена проверяйте и уже на зиму все закладывайте.
Для комнатных цветов актуальна защита от вредителей и болезней. И все, больше никаких работ не проводим. И здесь же не проводим зеленые операции. Поливы в овне в знаке огня бесполезны. Естественно, подкормки не проводим. А вот сбор урожая, заготовки различные, закладка на хранение, вот это все очень хорошо пройдет и эффективно. Квашение не проводим в это время, будет жесткая сухая капуста. А вот что касается приготовления настоек и мази, и вот если вы собираетесь в это время собрать какие-то листики с домашних комнатных лекарственных растений, делайте это, очень хорошо получается. Тем более овен – это хорошее время для приготовления настоек, для улучшения работы кровеносной системы, для сердечника. Вот это все очень хорошо делать. Так что любые практически препараты и листья здесь, именно листья, цветочки, все это прекрасно пойдет для приготовления настоек. Ну вот у нас 16 и 15 завершаются, 15-16 завершается время в стихии огня, и 17 2 часов ночи начинается время Тельца. Очень хороший знак, плодотворный знак. В нем пройдут, кстати, пройдут вот эти два события космические, и полнолуние, и лунное затмение. И мы особо, следующий будет выпуск, агрогороскоп будет особый для этого периода, очень интересный. Я прямо захватывает дыхание, сколько много интересного нужно вам будет сказать. Но это уже будет следующий агрогороскоп, и мы с вами подготовимся к этому периоду, к этому важному событию, и все проведем так, как надо. Ну вот что мы можем 17-го, потому что многие, еще кто-то получил саженцы, кто-то еще хочет черенки нарезать, и еще какие-то работы провести, но, к сожалению, с 9 часов начинается вот этот сожженный путь полнолуния. Поэтому с 2 часов ночи до 9 часов утра можно что? С посевов. Можно под зимние посевы вершков. Это полнолуние. Здесь не подходит посадка лука, чеснока. Это время вершков, то есть зелени. Хотите много зелени, можете и лук, и чеснок посадить для получения вот этой витамина зелени ранней весной. Но хорошо высаживать саженцы, любые саженцы садовых растений, это там, где тепло. Также нарезать черенки и укоренять черенки. А также хорошо нарезать черенки, очень хорошая такая энергия в это время. Нарезать черенки для того, чтобы их сохранить, ну, у каждого свое место хранения, а весной использовать для укоренения черенков, а также потом для прививок. Вот это с 2 часов ночи до 9 часов утра. Рассаду также любую можно высаживать с 2 часов ночи до 9 часов утра. Это самое эффективное время. В саду посадка саженцев с 2 часов до 9 часов утра и череночки. Вот это важное событие, можно вот важные дела сделать в саду. Но это снова же для тех стран, где тепло, для регионов, где тепло. А там, где снег, то можете нарезать череночки и закладывать их на хранение. Обрезок никаких не проводим. Единственное, что вот черенки нарезали и все, больше растения не трогайте. Зеленые операции ни в коем случае не проводим. Это время полнолуния. Цветы укрываем на зиму, теплолюбивые растения. Далее с 2 часов до 9 часов утра можно нарезать вот эти черенки для укоренения. Только лишь. Это комнатные цветы. И можно проводить посадку, пересадку, поливы, подкормки. Ну, поливы, подкормки можно круглосуточно проводить. Подкормками сильно не увлекайтесь. Здесь очень много энергии, полнолуние впереди. А вот поливы очень хорошо, они будут эффективны здесь. Вот поливы, подкормочки мы используем. Сбор урожая в Тельце, заготовки, закладка на хранение и вот квашение. Всегда очень хороший период в Тельце, независимо от того, какой это день. Главное в это иметь в виду, что главное, чтобы это был знак Луна в знаке, знак зодиака Телец, Козерог. Самые лучшие знаки для приготовления квашений. И капуста, и яблоки, и другие какие-то овощи, фрукты. Ну и настойки мази в полнолуние, в этот период Тельца тоже очень хороший получается
качественные, эффективные. Как видите, у нас очень интересный такой впереди период. Агрогороскоп богат на разные дела. Мы можем спланировать, что когда делать, ну и подготовиться к этому чудесному полнолунию, которое нас ожидает. А теперь наша постоянная рубрика «Луна для дома» с 14 по 17 ноября 2021 года. Вернемся к дню, который у нас предшествует периоду Луны в знаке Овен, растущая Луна перед полнолунием, перед лунным затмением. У нас вот есть такой день интересный, 14 ноября, когда Луна будет находиться сначала в знаке Рыбы, еще будет готовиться к выходу из этого знака и зайдет в знак Овен. Это уже будет после 16 часов. Энергии рыб, конечно же, стихия воды очень сильные в этот день, поэтому печка, если будете первый раз растапливать или долго не растапливали, будет дым. И попросили меня писать эти слова, поэтому я вот сейчас вот так вот таким образом определяю и подсказки даю. Если есть слово «дым», значит нужно пропустить вот это время первой протопки или если долго не топили. Теперь, что касается волос. Стричь волосы не рекомендуется. У нас будет сейчас один день, который можно будет использовать перед лунным затмением и полнолунием. Мы сейчас об этом скажем через буквально несколько минут. Покраска волос в этом знаке энергии воды тоже не проводится. А мыть волосы рекомендуется после 16 часов. Вот это уже хорошее время. А очистку кожи не проводим. Стрижка ногтей сегодня, то есть не сегодня, а 14 ноября не рекомендуется. Ремонтные работы тоже не рекомендуется проводить, потому что качество будете переделывать, будет плохое. Проветривание вещей только с 16 часов, если есть такая возможность, будет хорошая погода. А вот далее рукоделие, вышивка, вязание, все это очень хорошо в знаке рыбы. И частично, конечно же, это весь световой день можно делать. Если что-то доделать, то можно еще и вечером. Стирка в рыбах хорошо, уборка в рыбах тоже хорошо. Вечером отдыхаете. Ну и вот сейчас вот эти 2 дня очень внимательно посмотрите, 15 и 16. Конечно, в знак стихии огня разжигайте печку, легко, огонь горит, дыма нет, очень хорошо. А вот со стрижкой волос будьте внимательны, постарайтесь запланировать на 15, потому что далее очень идут сильные энергии полнолуния, это у нас и сожженный путь полнолуния, плюс энергии лунного затмения очень сильны. Поэтому, видите, у нас такой один день есть, и его можно использовать. Как раз, если хотите, чтобы волосы хорошо росли, можно постричься. А далее уже нельзя будет стричься. Вот 16 уже не рекомендуется. Покраска волос только 15 и только оздоровительные краски, иначе волосы сожжете. А 16 уже, пожалуйста, пропускайте вот это дело на своей голове со своими волосами. Мытье волос прекрасно, прекрасное время для этого. Очистка кожи, естественно, мы еще не проводим. А вот стрижку ногтей снова же проводим только 15-16 пропускаем. Ремонт – замечательное время, 2 дня, пожалуйста, все, что надо, ремонтируйте, красьте, белите, качественно получится. Проветривание вещей, если у вас прекрасная погода, солнышко, мороз, ветер, очень хорошо получится, прекрасно будут пахнуть одеяла, матрасы, подушки, да, любые вещи. Рукоделие в дни Овна не рекомендуется. Вот это огненная стихия, куда-то бежишь, спешишь, скорость. И поэтому усидчивости здесь никакой, и смысла в этом деле нет, да и это не творческий знак. Овен – это не творческий знак. Стирку лучше не проводить. Это только в крайнем случае, но качественной стирки не получится. Уборка зато хорошо получится. Хотя впереди полнолуние, знак стихии огня, но это не генерально, это вот профилактическая своеобразная уборка очень хорошо пройдет. Это подмели там, пропылесосили, пыль вытерли, и все будет нормально. Ну и вот мы подошли к этому дню, очень важный день, это у нас 17-е, в знаке Телец уже. В
впереди полнолуние, лунное затмение, и в это время очень сильно давит энергии, поэтому печку, при растопке печки может быть дым. Так что предупрежден, вооружен, можно это дело. Если вы очень хорошо разогрели печку в этом знаке 15-16, то можно обойтись и без дыма, уже далее протапливая печку. Вот стрижку волос не рекомендуется. Очень сложный период для того, чтобы нарушать энергетику вашего тела. Волосы – важная часть нашего тела, и это антенны своеобразные. Если вы будете стричься, вы потеряете очень важную энергию. Не делайте этого. Покраска волос тоже не рекомендуется в это время, а вот мыть волосы можно. Очистка кожи у нас еще несколько дней. Мы подождем, когда Луна будет выходить с сожженного пути полнолуния. Об этом мы скажем, когда можно это будет делать. Стрижка ногтей тоже не рекомендуется. Ремонт в знаке Телец, если бы это не полнолуние, можно было бы делать. Но дело в том, что и качества нет, и телу нужно отдохнуть. Сейчас столько энергии, с нашими организмами такие происходят физиологические процессы серьезные и энергетически сильные, поэтому и пропустите ремонт, да и проветривание вещей в это время не даст пользу. Поэтому пропускаем эти дела. Вот рукоделие в Тельце, да еще перед полнолунием. Вы знаете, в это время приходят такие интересные подсказочки, такие интересные творческие идеи рождаются. Вот здесь ловите кайф и ловите эти идеи, записывайте и делайте. Здесь интересные проекты у вас. То ли вы что-то новое создадите, платье какое-то или свяжете свитер какой-то необычный. Очень хорошее время. Стирать можно в это время, а вот убирать снова же не рекомендуется. Дайте возможность вашей технике, которая тоже вам помогает, и в это время высокое напряжение на нее налаживается. Поэтому, пожалуйста, подождите, пройдет лунное затмение, и мы с вами займемся и уборкой. Можно уже там потом на убывающей луне заниматься такой генерально серьезной А теперь уборкой. рубрика «Луна для здоровья» с 14 по 17 ноября 2021 года. 14 ноября растущая луна будет в знаке рыбы, а в дни нахождения луны в рыбах уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей, всех жидкостей в нашем теле. Поэтому, пожалуйста, не употребляйте в это время черный чай, кофе, алкоголь, лекарства, консервы, острые, мясные, мучные, сладкие блюда. Исключайте шашлыки и блюда на барбекю с различными специями. А что хорошо? Хорошо продукты, богатые калием, железом, йодом. А значит, мы можем приготовить любые блюда из любой рыбы и рыбопродуктов. Очень хороша морская капуста, различные орехи, сухофрукты, молоко свежее, сыры, фрукты, овощи, салат, редис, дайкон, редька, цитрусовые, гречневая каша, фасоль, изюм, яблоки, тыквенные и подсолнечные семечки, пряности и очень полезны сейчас травяные 15 и 16 ноября растущая луна будет находиться в знаке Овен. Здесь нужно обратить внимание на то, что в дни нахождения луны в знаке Овен уязвимы все органы головы. Кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния, зубы. И учтите, впереди полнолуние и лунное затмение. Вот различные проблемы вот с этим органом важным для нашей жизни могут усиливаться. Поэтому не перенапрягайтесь, физические нагрузки минимум, отдыхайте. Ну и в это время ни в коем случае нельзя пить крепкий чай, кофе ни в коем случае и алкоголь исключайте. Естественно, и химические какие-то лекарственные
препараты, тоже их исключайте. Что можно использовать в эти дни для питания? Естественно, очень хорошо использовать продукты с отрубями. Они удаляют шлаки из нашего организма. А также готовим мясо нежирной птицы, те, кто едят мясо. Очень хороша рыба различная, рыбопродукты. Вот сейчас яблоки, они есть очень хорошо для тела в эти дни. Морковь, лимоны, цветная капуста, цитрусовые, редис, лук, чеснок, помидоры, перец сладкий и горький, укроп, петрушка, тмин, салат и кориандр. И очень прошу обратить внимание, на ночь не употребляйте лук и чеснок, спать не будете. Впереди полнолуние. 17 ноября растущая луна будет находиться в знаке Телец. В дни нахождения луны в знаке Телец уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык, нижняя челюсть. Прошу вас в это время обратить внимание на то, чтобы на голове были шапочки, платки, горло должно быть закутано. В это время очень быстро простужаются эти части, ну и в нынешнее время нужно обратить особое внимание именно на эти органы, чтобы не заболеть. Что же в это время нужно исключить из питания? Это очень важно. Молоко свежее, сливочное масло, соленья различные, мучные изделия, кофе, алкоголь и сладости. Что остается? Остается очень много еще, чего можно, даже нужно. Это мясо говядины, печень трески, рыба, рыбопродукты различные, из каш овсянка, очень хорошо молочно-кислые продукты, морковь, свекла, все виды капуст, цитрусовые, картофель, салат. Сейчас есть много айвы, облепихи, клюквы, они очень хороши в это время. Используйте в это время чаи с ромашкой, мятой, шалфеем, шиповником, лимоном. Более подробно мы еще поговорим о нахождении Луны в знаке Телец и некоторых других вещах уже в следующем выпуске. Ну а сегодня мы завершаем наш утренний выпуск, наш агрогороскоп. Это Раиса Греченко, Александр Волик. Желаем вам крепкого здоровья, радости в вашей жизни, тепла, позитива в любую погоду, ну и погоды благодатной. Всего самого-самого доброго вам. И до новых встреч на нашем канале.